Здравствуйте, все! В недавнем интервью журналу GQ Тэхён ответил на вопрос о том, какое слово больше всего привлекает его внимание, очень прямолинейно: «Думаю, больше всего меня привлекает любовь к кому-то за то, что он милый». Он объяснил, что когда ты находишь кого-то красивым, ты испытываешь к нему любовь, и эта любовь, в свою очередь, делает его еще красивее в твоих глазах. Это идея о том, что два чувства помогают друг другу становиться сильнее и глубже. Тэхён также упомянул, что услышать слово «милый» – один из лучших комплиментов, которое можно получить. Его слова были сказаны с уверенностью, как будто он говорил о чем-то, что глубоко понимает и что является важной частью его жизни. Что наиболее интересно, так это выбор Тэхёна обсудить эту тему в интервью под названием «От сердца к сердцу». Название явно отражает тот тип интимного и честного разговора, который он хотел провести. Когда он говорит о любви к кому-то за то, что он милый, Тэхён не представляет это просто как абстрактную идею, скорее он преподносит это с такой уверенностью, что кажется, будто описывает что-то реальное из своей собственной жизни. Его глаза словно сияли особым светом, когда он произносил эти слова, его голос смягчился, словно он делился глубокой тайной. Когда Тэхён говорит о том, что нашел кого-то милого и влюбился в него, многие сразу же думают о Чонгуке, о человеке, который был рядом в самые важные моменты их жизни. Не нужно большого воображения, чтобы понять, о ком говорит Тэхён. Его поведение рядом с Чонгуком всегда было особенным. То, как смягчается его взгляд, когда Чонгук рядом, то, как он неосознанно улыбается, когда Чонгук входит в комнату, и особое внимание, которое он ему уделяет, даже в людных местах, это детали, которые многие давно заметили. Что делает отношения Тэхёна и Чонгука такими особенными, так это то, что они не новые, они формировались годами. С самого раннего детства они пережили бесчисленное количество моментов, демонстрирующих их близость, поддерживали друг друга в горе и радости, защищали друг друга в трудные времена и вместе радовались достижениям друг друга. Эти отношения развивались со временем, становясь все крепче и глубже. Тэхён никогда не пытался скрыть, насколько важен для него Чонгук, напротив, он продолжает ясно давать понять, что их отношения настоящие и значимые. В интервью Тэхён не упоминает Чонгука напрямую, но его слова звучат очень лично и как будто обращены к конкретному человеку. Когда он говорит, что быть милым – это лучше всего, Тэхён, кажется, говорит о том, что чувствует, когда его видит Чонгук, человек, который часто проявляет к нему восхищение и заботу. Эти отношения – не навязанное понятие или мимолетные чувства, это постоянные чувства, которые проявляются в их постоянном взаимодействии. Они понимают друг друга без лишних слов, они дополняют друг друга естественно, и они находят друг в друге комфорт, который не является искусственным. Недавно Тэхён и Чонгук были замечены вместе в японском ресторане Сакаэр-бар, они заказали порцию кадаэфэ с креветками темпура. Во время еды многие наблюдатели обратили внимание на то, как они общались друг с другом. Мелкие детали напоминали о предыдущем разговоре BTS о чистке листьев перила для других. В корейской культуре помощь в чистке креветок или листьев перилы – это не просто действие, а жест привязанности, демонстрирующий особую заботу и внимание. Чонгук однажды сказал, что не любит чистить креветки для кого бы то ни было, однако, похоже, он делает исключение для Тэхёна. Напротив, Тэхён, который обычно не делится своими столовыми приборами с другими, похоже, не возражал, когда Чонгук использовал свою вилку. Такие мелкие детали показывают, насколько отличается их поведение друг с другом по сравнению с тем, как они взаимодействуют с другими. За эти годы отношения Тэхёна и Чонгука продемонстрировали поразительную стабильность, они всегда ставят друг друга на первое место. В интервью и телевизионных выступлениях они часто смотрят друг на друга, поддерживая и защищая друг друга естественным образом. Эти действия не кажутся спланированными, они просто происходят естественно, отражая искренность их отношений. Выбор ресторана также имеет значение, Сакаэр-бар известен как уютное и романтичное место. Сидя за столиком у окна, на виду у окружающих, они показывают, что не чувствуют необходимости прятаться, это, кажется, подчеркивает их комфорт в собственном обществе, независимо от общественного мнения. Эта уверенность отражает их веру в свою давнюю связь.
Забота Тэхёна и Чингука проявляется в повседневных ситуациях, не только в совместном употреблении еды или посуды, но и в том, как они поддерживают друг друга в трудные времена. Когда один выглядит уставшим или напряженным, другой почти всегда рядом, чтобы предложить поддержку. Заботливые отношения, демонстрирующие глубокое понимание без необходимости в особых объяснениях. Их отношения развивались естественным образом на протяжении их долгого пути в составе BTS, от стажеров до мировой славы. Мелкие детали, такие как постоянный зрительный контакт, естественное физическое прикосновение и комфорт в тишине, указывают на гораздо более глубокую связь. Эти отношения не нуждаются в каком-либо громком названии. Самое главное, они нашли друг в друге место, где могут быть самими собой и получать безусловную поддержку. Близость Тэхёна и Чингука также отражается в том, как они делят эмоциональное пространство, даже в толпе они, кажется, создают свой собственный маленький мир. Как в официальных, так и в неформальных ситуациях их язык тела всегда синхронен, расстояние почти никогда не велико, их движения подстраиваются друг под друга, и они, как правило, подсознательно ищут друг друга. Это показывает, что комфорт между ними не искусственный, а скорее отражает давнюю связь. В различных публичных моментах Тэхён часто проявляет чуткость к эмоциональным изменениям Чингука, он быстро улавливает признаки усталости или нервозности и реагирует с тонким вниманием. Иногда это просто короткое прикосновение, иногда это ободряющий взгляд. Чингук отвечает взаимностью, его присутствие становится спокойнее, когда Тэхён рядом с ним, как будто он нашел эмоциональную опору, которая поддерживает его стабильность. Интересно, что эта динамика не изменилась со временем, с возрастом и ответственностью, которую они несут как мировые артисты, их отношения фактически повзрослели. Если раньше их совместное время было наполнено жизнерадостной энергией и спонтанностью юности, то теперь оно трансформировалось в зрелое, понимающее и осмысленное спокойствие. Эта трансформация демонстрирует, что их отношения развиваются по мере взросления каждого из них. Во многих случаях Чингук становится более экспрессивным, когда находится рядом с Тэхёном, он смеется свободнее, говорит более открыто и показывает ту сторону своей личности, которую редко можно увидеть на публике. Тэхён, с другой стороны, кажется, находит безопасное пространство для нежности, чего он не всегда демонстрирует на публике. Встреча этих двух характеров создает баланс, один дополняет другого естественным образом. Поклонники, которые давно следят за BTS, часто замечают, что эта закономерность сохраняется с течением времени, это не результат какого-то конкретного момента или ситуации. От больших сцен до повседневной жизни их взаимодействие неизменно демонстрирует одну и ту же глубину. Именно эта последовательность заставляет многих чувствовать, что то, что они видят, не является просто чрезмерной интерпретацией, это отражение реальных, продолжающихся отношений. То, как они слушают друг друга, также является важным аспектом, который часто остается незамеченным. В групповых дискуссиях Чингук часто обращается к Тэхёну, когда тот говорит, как будто он особенно ценит его мнение. Тэхён тоже внимательно слушает Чингука, его выражение лица демонстрирует искренний интерес и сопереживание. Это молчаливое общение свидетельствует о глубоком взаимном уважении. Часто именно маленькие моменты говорят больше всего, например, когда они идут рядом, не говоря ни слова, или сидят вместе в комфортной тишине. Такая тишина – это не пустота, это пространство, наполненное безопасностью и пониманием. Способность делиться молчанием, не чувствуя неловкости, является признаком сильной эмоциональной близости. В корейской культуре, которая ценит косвенные жесты, такая связь часто выражается через простые действия, небольшие жесты, устойчивые привычки и тонкие решения. Тэхён и Чингук прекрасно понимают этот язык, им не нужны громкие заявления, чтобы выразить свои чувства. Каждое их маленькое действие говорит о многом. Со временем эти отношения стали одной из самых захватывающих динамик в BTS, не из-за ажиотажа, а из-за подлинности, которую они излучают. Они не пытаются выставлять себя на показ, вместо этого они просто остаются самими собой. Именно поэтому каждое их взаимодействие кажется искренним и значимым.
В конечном счете, история Тэхёна и Чонгука не о поиске определенности или ярлыков, она о понимании того, как два человека могут расти вместе, основываясь на взаимопонимании. Они демонстрируют пример отношений, построенных на доверии, комфорте и тихой привязанности, связь, которую не нужно провозглашать вслух, поскольку она очевидна в каждой мелочи, которой они делятся.